Всем привет! Выехали мы вечером из дома, едем к невропатологу. Очень вам круто, что вы можете видеть наш день буквально сразу, как только это происходит. Едем на машине Егора, пока Таня в Киеве, он к нам частенько заезжает в гости, играет с Костей на приставке Sony PlayStation после своей работы. И уже, в общем-то, готовится переселяться во вторую часть дома. Там ее надо протопить до того, как Таня с Макаром приедет. Приехали мы в Лікар здоровья. Алису одели вот так. Курточка, шапочка, перчаточки. Ну, почти всю дорогу в машине, в принципе. Нам сильно тепло одеваться ни к чему. Мы зашли и вышли, потому что еще есть 10-15 минут. Мы сейчас сгоняем быстро к себе на квартиру, где ремонт, и попробуем найти мою карточку. Потому что мы не нашли ее там, у себя дома, в двухэтажном съемном доме. А без нее, конечно, врач мало что сможет сказать. У меня там раньше обследование, МРТ даже где-то есть. Уже подъезжаем к нам домой, Костя. Костя никак не привыкнет к тормозам у Егора. Резко, получается, тормозит, и мы с Алисой чуть не ударяемся лбами вот об его сиденье. Наш любимый дом в ночной темноте. И у кого-то в окнах уже Новый год. Вон на третьем этаже гирлянда уже на окне висит. А на первом вообще яркий свет, у них ужас. Как они не ослепнут там работать? Это фирма там. Как же я давно здесь не была. Костя ездил последние дни сам кормил кошек, сам разбирался с мастерами. Ура! Сделали свет в комнате, наконец-то. Так что можно ночью приходить и разбирать вещи. Ну, Костя так видно уже, что повывозил, конечно, много туда к нам. Ну и осталось тут еще очень много чего. Ужас, да, какой разгром. Гизер наш замотан, надеюсь, у него пыль не набьется. Бризер. Искать мои документы надо в ящиках. Это, знаете, как в квесте, в задании каком-то, что-то найти очень быстро, за 5 минут нужно. Да уж, что-то только нет. Просто в кавычках это шикарно. Видно, что Костя сегодня выгреб эти ящики и просто все отвез туда к нам. То есть здесь ничего практически не осталось, и моя карточка тоже уже уехала. Получается, я могла спокойно взять у себя там дома, где мы сейчас живем. Что называется, не судьба попасть к врачу с документами. Так, на кухне я по ремонту изменений не вижу, а в ванной вижу. В ванной приделали полотенцесушитель. Вот, и по факту вроде больше тоже ничего особо. Но видно, что что-то с трубами делали, видите, их раскопали. Видно, что здесь штукатурится дальше, вот, и сохнет. Это тоже видно. Ну, конечно, это очень медленно все происходит. Мы такими темпами до следующего лета ремонт будем заканчивать. Зашла к кошкам. Сейчас была в шоке. Покажу почему. Выглядит это не очень красиво. Их лоточек с песком и какая-то красная какашка. Уже испугалась, что им плохо стало. А это лошадка игрушечная. Где она тут взялась и как они ее закопали? Пол уже тоже грязный, надо снова мыть. Манюня, ты бы хоть поздоровалась. Мы зашли, она кушает. Ну хотя бы что-то. Я нашла свои МРТ у мамы в шкафу. Поеду с ними. У Егора машина открывается нажатием кнопки. Круто. Все, прибежали мы уже обратно. Мы уже вернулись домой. Сказала доктор, что у Алисы все прекрасно, то есть ничего ей не нужно, никакие лекарства пить. А мне, конечно же, выписала лекарства от головокружения. Я не знаю, может, мне придется МРТ повторять. Да, вот так. В общем, какой-то бета-серк мне выписали. По-моему, я его пила при беременности, когда были головокружения, когда Алиса была беременна. И мне назначили. Он еще убирает шум в ушах. Вот. Ну, посмотрим. Надеюсь, он мне поможет. Да, малыш? Раздеваемся? Раздеваемся? Ты опять с соской? Опять с соской? А, ее начала врач смотреть, она вот так начала разговаривать. Она говорит, ты еще и болтушка, да? Сказала, она у вас такая крупненькая. Наверное, говорит, и весит хорошо, килограмм 10-11. Я говорю, да, 11. Говорит, это, наверное, потому что вы ее до сих пор грудью кормите. Она такая крепенькая. Я говорю, да я уже почти не кормлю, уже там раз в день, и то она больше балуется, чем она берет грудь. Ну, в общем, если я буду пить таблетки, мне, конечно, уже кормление грудью придется полностью прекращать. Да, но нам уже вроде и не надо. Бабушка, тебя давно в кадре не видели, спрашивают, где же бабушка? Яичницу будешь? Буду. Сколько яиц? 2. Может, омлет? Не
Не люблю, а я люблю. Ну, то сделай себе омлет тогда. Сделаешь? Да не, жарь яичницу. Не хочу я сейчас делать омлет. Малышарики, малышарики. А покушать без малышариков никак? Нет? Только под них? Тут и с малышариками-то тяжко. Что этот звук пропал? Реклама. Рекламу всунули, малыш. Лови его. Алиса свое слушает, папа свое. А ты что слушаешь, Кость? Новости. И как новости? Ну и я тогда поиграю. Муши? А что? Раз все пределы. А, я спалила Костин пароль. Правильно, Лёша. Придется ему его переделать. У меня город здесь, который называется Врединтаун. И мне дали такой значок к Хэллоуину, видите? Кстати, Хэллоуин уже, походу, завтра. Костя, в курсе? Вот это фабрика, где делается хлеб, печенье, бублики. Это подарок от кого-то пришел. Вот здесь можно заказы горожанам отправлять. Еще от кого-то подарок. А вот здесь есть игра к Хэллоуину, которую я сейчас активно пытаюсь. Наверное, когда я ее закончу проходить, мне уже будет неинтересно в это играть. Ну, не в смысле совсем неинтересно, но без такого ажиотажа, как сейчас, и прям все время захожу. Просто я здесь пытаюсь выиграть у других. Вот есть соревнования, и я сейчас на 3-м месте. Хотя еще пару часов назад была на 2-м. Очень хочу до 1-го добраться, но осталось буквально, ну, сегодня, в общем, это должно все закончиться. На 1-м месте 164 привидения, у меня 143. 143. Привидения надо, в общем, здесь открываешь. Всю эту дорожку открываешь. Сейчас увидите. И иногда появляется привидение. О, вот оно. Вот таких привидений надо много собрать. Ему надо отдавать какие-то свои ресурсы. Вот отдаешь, и тебе засчитывается +1. Мне надо их штук 20, получается, собрать, чтобы выйти на 1-е место. Но тут постоянно заканчиваются вот эти баночки, волшебные палочки. И чтобы их заново получить, вот еще одно привидение. Чтобы их заново получить, надо как раз таки заказы горожанам отправлять. Эти вертолеты. В общем, вот такой дурью я маюсь. Вот. Вроде взрослый человек, а залипла. Понимаю теперь, как моя мама на своей игре залипает, хотя все равно не понимаю, потому что она на ней сутками залипает. Я хоть так изредка села, там есть свободная минута, поиграла. А как она, так я не знаю, постоянно. Я Косте все время говорю, ты слишком много колотишь вот фруктов. Их же там в день сколько-то грамм можно. А он целую тарелку наколотит, там банан с творогом. Он говорит, да это ж всего лишь бананчик. Не, ну серьезно, это же для ее печени тяжело. Написано, сколько грамм в день можно, столько надо и давать. Тут в основном творог. Ну вот опять. Не прислушивается ко мне Костя в этом вопросе. Тебе хоть один врач что-то плохое про нее сказал? Да, у нее повышенная СТ в анализах. Это печени касается. А это как раз все на печень влияет. Неправильная еда. В неправильных количествах. Доверься мне, все будет хорошо. Да, доверься тебе. Если бы анализы были хорошие, я бы доверила тебе, а так... 2 дочерей уже вырастим на 3-ю. Все будет. Ну, тех же не ты кормил, слышишь, вырастили. Тех я кормила в таком возрасте. Ты что ногу на стол, а? Малыш, это не культурно. А потому что мы борзые, скажу. Потому что... Это вы меня сами такой воспитали. Да она просто вылезти хочет. Ногу вытянула, а дальше не получается. Скоро она у тебя из этого стола будет как-то вылезать. Просачиваться. Это же практически нереально отсюда вылезти, и Алиса умудряется высунуть ногу. Я вообще не понимаю, как. Здесь стол, он так зафиксирован крепко, и она не должна оттуда ноги сама вытаскивать, а она вытаскивает. Малышарики. Малышарики застряли у меня в голове. Малышарики уже готовы? Да блин. А что ты вилкой лопаточку бы взяла? А что у нас в салате так много помидор и так мало огурцов?
Слушай, огурцы уже... Закончились? Нет, еще есть, но сладкие. Я съела яичницу и принесла Алисе булочку. И она все еще смотрит мультики. Хотя уже давно покушала. Может, тебе хватит мультиков, а? Семейство, которое втыкает в технику. Чего? Сколько будет она мультики еще смотреть? Почему это? А почему? После лета ресторана мультики смотреть. Ты КВН, небось, смотришь? Лигу смеха. Со своим участием? Я не участвовал, не присутствовал. Ну, присутствием. Не могу. Тебе подарить еще билет на какой-нибудь концерт? М? Позови. Пойдешь? Побегу даже. Ты же на Лигу смеха отказывался сначала. Не, я посмотрю, что там идет в Киеве сейчас. То в Черкасах 95-й квартал будет. Перед самым Новым годом. Не, если бы какая-нибудь рок-группа приехала в Киев выступать, типа Nightwish, вот туда бы я пошел аж бегом. Какой он переборчивый. Да? Ну давай, полазь, посмотри, правда, концерты. Какой-нибудь на Новый год какой-то билет подарю. Надо же туда, куда тебе хочется, а то Ну, я с тобой боюсь. пойду. Не, я на рок-концерт я точно не пойду. А вдруг тебе понравится? Не, иди сам балди. И мы вместе будем. Не, это точно нет. Ужас. Я тут кое-что придумала. Я нашла микроскоп вот такой, который когда-то девчонкам покупала. Пошлите посмотрим на моих муравьев через микроскоп. У моих муравьев умерла матка, их королева. И странно, я вот сейчас на нее навожу. И видно, что стекло запотевшее. Хотя так невооруженным глазом этого вообще не видно. Вон ходят мои муравьи. Но через такое запотевшее стекло их, конечно, плохо будет видно. Вот, я не пойму, почему они ее до сих пор не выкинули. Она уже очень давно умерла, она лежит у них в отсеке. По идее, они должны были ее вынести на арену. Но они почему-то этого не делают. Возможно, они надеются еще как-то ее реанимировать. То, что она выживет. Ого, какие они странные под микроскопом. Смотрите, как странно выглядит их еда. Ну, зернышки, понятно, вот зерна мака. Они так интересно выглядят при увеличении. Вот это зерна мака. Сижу и думаю, как их еще увеличить на микроскопе. Кажется, нашла. Ой. Ну так качество не очень изображения. Они-то, конечно, увеличиваются, но это некачественно. На виноград похоже, да? Зерна мака в увеличении. На такое что-то сушеное. Ого, вот это да. Это обычная пробирка с водой. Ого. Это пузырьки воды. Ничего себе. Так, чтобы еще глянуть, гляну халву в увеличении. Смотрите, какая она странная. Это халва, а вот гладенький кусочек. Выглядит вот так. Смотрите, а это банан. Вообще занятное дело микроскоп. Советую всем, у кого его нет, и есть возможность купить, его все-таки приобрести и рассматривать. Короче, Nightwish будет выступать в Польше, в Кракове 14 ноября. Это ближайшее, куда можно поехать попасть. В Киев не И ты забегай. готов ради этого в Польшу ехать? Ради Nightwish? Да. Да, ты что, любимая группа. Ужас. А что тут до Польши-то, господи? На перекладных 2 суток и все. Ну, тогда возьмем какой-то фургончик и попутешествуем. В Польшу я хочу. На Nightwish не хочу, а в Польшу хочу. Я там не была. 14 ноября мы все не соберемся. А, это уже и холодно будет, наверное. Нет, это очень близко. А, так зачем тебе так близко? Я тебе на Новый год подарить хочу. Слышишь, собрался он. На Новый год они в Финляндии выступают. Ну хорошо, поеду в Финляндию. Икры привезешь, рыбный. Да. И сахар у нас вообще делся. Подожди, его хочу изучить под микроскопом. Ой, он очень красивый. Как какая-то сосулька. Вот у меня кусочек сахара. На глыбу льда похоже. Классный. А помнишь, как я любила Иванушки Интернешнл? И пошла на их концерт. Да, они, кстати, еще работают. Сколько мне Подарить было? тебе билет. Мне было лет 17.
Нет, я их уже давно не слушаю. Ты сейчас никого не слушаешь. Не, почему слушаю? Но у меня так нету, чтобы конкретно какая-то любимая группа. У меня есть песни, которые Меня нравятся. ты слушаешь, я в курсе. Спой, Светик, не стыдись. Не, я больше это. Кричать? Говори. Кричать. Ладно, на этой веселой ноте всем пока. Сегодня, получается, вы видели аж 3 видео про нашу жизнь. И все они снимались на протяжении дня. Мы практически онлайн в эфире. Ты знаешь? Всем пока. А куда ты камеру опускала? На кофе. А что такое? Точно на кофе? Ну, конечно. Не ниже.